Вот кто бы мог подумать, что в Красноярске я увижу Будду. Всем привет! Я сегодня в столице Сибири. Прогуляемся по городу, посмотрим на римско-католический храм, музей в египетском стиле, исторический квартал, здание, где размещалась армия Колчака. Взберусь на Караульную гору, покажу, где похоронен командор Рязанов, известный всем по опере «Юнона и Авось». Покажу вам то, о чем вы не знаете, и даже больше. Сегодня гуляем по Красноярску. Погнали! Река Енисей. Видите, какие мужики в Сибири суровые. Город основан в 1628 году и является крупнейшим из старинных городов Сибири. А во время золотой лихорадки был еще и процветающим купеческим центром Сибири. Я нахожусь в историческом квартале на улице Горького. Слева от меня Центральный парк. Был основан в 1834 году. В те времена это был городской сад. Сейчас находится на реконструкции. Фотографии, кстати, найду, постараюсь найти старинный, как выглядел раньше парк. Именно Центральный сад. Красноярск еще называют центром Сибири, хотя на это звание претендует еще один сибирский город, город Новосибирск. В настоящее время население города составляет более 1 миллиона 200 тысяч человек. Город расположен на обеих берегах Енисея, левый и правый, и разделен на 7 районов. Это купеческие дома. Построены они в 19 веке. Вот этот дом принадлежал купцу Сазонту Телегину. И он был известным красноярским подрядчиком. Это флигель. Левый флигель. Слушайте, ну классно они все здесь сделали, отреставрировали. Потому что я смотрел старые фотографии, как это место выглядело там в 80-е, 90-е годы. Все было, конечно, в упадке. Сейчас все очень достойно. Плюс еще на каждом доме есть табличка, что очень же хорошо. Потому что можно подойти и прочитать, кому принадлежал тот или иной дом. Вот смотрите, какой интересный балкон. Я прям даже представляю, что сюда выходили собственники, да, возможно, пили чай, смотрели в сторону сада. Сад, конечно, тоже был красивый. Давайте посмотрим здесь, кому дом принадлежал. Так, усадьба, 1910 год, дом врача Гланца. Ага. В общем, знаю я историю про этот дом, сейчас расскажу. В общем, в одной части дома принимали больных, а в другой сам проживал врач со своей семьей. В 1920 году здесь была открыта первая народная консерватория. Потом была преобразована музыкальный техникум, а потом уже в Красноярское краевое музыкальное училище. В общем, вот такая история этого дома. Дом красивый. Добавляет, конечно, антуража вот эти фонари, столбы. А я иду вот к тому огромному зданию. Это гарнизонный военный госпиталь. Подойду поближе, расскажу. Давайте еще про этот дом прочитаем, что там написано. Так, усадьба Колесникова, 1906 год. Жилой дом, амбар, ворота. Архитектор Попов. Вы посмотрите, как отличается архитектура городов. В Сибири какие дома вот из бруса, огромные прям. Это реально прям дворцы деревянные. А я снимал там в Мышкине, в Калязине, в Рыбинске, да, в Твери. Дома были намного меньше. Тут же, конечно, они прям очень огромные. И следующее у нас каменное здание. К сожалению, таблички никакой нет. Это детский сад. Давайте вернемся к вот этому зданию. Здание построили в 1903 году из кирпича. Видите, красный кирпич. В русском стиле для духовной семинарии. В 1919 году в здании размещалась армия Колчака. А уже с 1920 года здесь находится гарнизонный военный госпиталь. К сожалению, я туда пройти не смогу, на территорию. Такой, наверное, режимный объект, я бы его так назвал. Знаю еще, что на территории стояла когда-то церковь. Ну, уже в 20-е годы снесли купола.
И церковь, наверное, использовали для каких-нибудь подсобных помещений. В общем, вот так это место выглядит. Также найду фотографии, прикреплю, посмотрите. Так, ну я был бы не я, если бы не показал вам готику. Здесь рядом есть готика. Храм Преображения Господня. И я отправляюсь к нему. Ребят, храм Преображения Господня. Католический храм построен в стиле неоготика. Даже в Сибири я для вас нашел готику. Напишите в комментариях, нравятся ли вам готические здания. В общем, первый римско-католический храм на этом месте был построен в 1857 году. И он был деревянным. Давайте-ка попробуем туда зайти. Классно. Все открыто. Расскажу еще историю про этот дом. Пока же давайте про готический храм. Башенки. В общем, в 1857 году был построен первый храм, и он был деревянным. Это же здание храма уже построили в 1910 году. В 1922 году его национализировали, так как борьба шла, да? Все вы знаете. И в нем разместили радиокомитет, а позднее уже была студия звукозаписи и телевидения. В 1982 году в храме установили орган, и уже был открыт органный зал Красноярской филармонии. Кстати, орган является одним из лучших в России. Его изготовили чешские мастера, и стоимость на тот момент составляла порядка 700 тысяч долларов США. Ну, это еще по тому курсу. Поэтому сами можете перевести на сегодняшний день, сколько это будет стоить в рублях. И давайте сразу туда покажу вот этот дом. Он получается у нас с левой стороны от храма. Это дом католического священника. Строили его как бы вместе с комплексом, ну, в комплексе с храмом. После национализации в нем уже разместили квартиры. В настоящее время находится музыкальная школа. Если будете в Красноярске, это улица Декабристов, а я снимал улицу Горького. Она идет параллельно, так что захотите посетить католический храм, он здесь рядом. В принципе, шпили его тоже были видны, когда снимал особняки. Хочу попробовать зайти в органный зал. Здесь очень часто проходят концерты органной музыки. Касса органного зала. Так, давайте. Здравствуйте. Это идет строительство Красноярского метро. Самый, наверное, долгоиграющий проект в городе. Начало строительства вообще было заложено еще в 1995 году. Потом его приостановили и возобновили в 2023 году, перепроектировали. И в итоге это будет не метро, а метро-трамвай. Что-то подобное я видел в городе Волгограде. Там тоже метро, в метро ходит трамвай. И часть пути он проходит под землей, часть как бы наружу, да, над землей. В общем, надеюсь, его все-таки достроят. Хотя вижу, что планируют открыть в 2026 году. По факту остался 1 год. Это у нас площадь Революции, памятник Ленину. Вон он за деревьями спрятался. Памятник поставили в 1970 году. И впереди меня здание администрации. Пока до него иду, расскажу про храм. Я зашел в храм, в общем, снимать там нельзя. Проходят концерты, на концерт попасть можно. И, скорее всего, во время концерта можно также поснимать внутри. Но саму, как бы, мессу, службу, да, снять нельзя. Я спросил у людей, которые там работают. Там была охранник и кто? И продавец, кассир. Говорят, что настоятель, там, священник не разрешает снимать внутри. Если ты хочешь прийти и посмотреть все это, как бы это не получится. Ты должен только молиться. По факту, если вы захотите посмотреть, как все выглядит внутри, у вас это сделать не получится. Либо покупаете билет на концерт, либо приходите и молитесь. Вот такие условия. Странные, конечно, условия, но тем не менее.
В общем, это здание администрации Красноярского края, оно было построено на фундаменте Кафедрального собора. Его, кстати, взорвали в 1936 году. Также были взорваны и уничтожены торговые ряды, которые здесь находились. Это была одна из центральных площадок того старого города Красноярска. И тут же находилась Новобазарная площадь. Здание, конечно, большое. В 1932 году в городе был запущен городской автобус. И уже в 1935 паровой трамвай. Кстати, сейчас трамвай тоже ходит, но только по правому берегу. У нас же с вами сегодня прогулка по левому берегу. Вот поехал троллейбус, видите, он часть пути проезжает просто без подсоединения, да, проводов, которые наверху обычно идут у троллейбуса. А где-то он подсоединяется и едет по этим проводам. Запитывается, да? Вообще, когда-то здесь тоже ходили трамваи. Сейчас я только говорю по правому берегу, по Красноярскому рабочему. Это проспект, наверное, самый главный и самый длинный проспект в городе. Еще один троллейбус, смотрите. Троллейбус-автобус. Что касается города. Здесь мне нравится вода по вкусу, но она жесткая. И вообще вода считается одной из лучших в России, в стране. Но есть большая проблема с воздухом. Очень часто смог. Сейчас, благо, ветер все это дело разгоняет. И небо, видите, такое серо-голубое. Когда ветра нет, небо серое и чувствуется прям устойчивый запах. Плюс по вечерам это еще больше ощущается. Вот отвлекусь сразу. Метро, видите, откроется в 2026 году. В общем, с воздухом здесь большие проблемы. Здесь такой сквер перед администрацией. Раньше, вот где огражденная, сейчас здесь стройка идет, насколько я помню, была парковка. Огромная парковка, что, конечно же, ну, не очень хорошо в центре города устраивать огромную парковку. Ну, сейчас будет метро. Это, кстати, улица Мира. Одна из старинных улиц. По правую руку у меня Маркса, Мира и следующая Ленина. Ленина идет уже налево, односторонняя. А Мира ведь тоже односторонняя, только идет по ходу моего движения туда. Ребят, сейчас перемещаемся, когда мы с вами к дому, где родился Суриков. Все-таки решил прогуляться по улице Мира, показать вам, как выглядит. Что еще хорошо, не сыпет солью, но, видите, такие улицы, получаются, грязные, посыпают песком. Из-за этого кажется, что город очень грязный. Летом выглядит, конечно, все по-другому, в любом случае. Но проблемы воздуха никуда не денешься. Давайте расскажу, как я сюда добирался. В Красноярск, имею в виду. Прилетел я на самолете из Москвы. Время в пути у меня составило 4 часа. Прилетел в аэропорт Емельянова. Это главный городской аэропорт. Емельянова его называют, потому что он находится на территории поселка Емельянова. Плюс добирался уже до города от аэропорта на такси. Отдал 1500 рублей. Я так и не понял, ходит автобус или нет, потому что когда я приезжал всегда в город, ну, не пользовался автобусом, всегда ездил на такси. Либо встречали. Поэтому даже не скажу, ходит ли автобус до города. Ребят, кто знает местное, напишите. Потому что я такую информацию не нашел нигде. Площадь, так, памятник Дзержинскому. Не буду рассказывать про Дзержинского. Не хочу сегодня про него говорить совсем. Такая личность неоднозначная. И, ну, мое мнение, памятники я бы ему не ставил, это точно. Такой квартал, смотрите, с магазинами, площадь. Брендовые магазины стоят. New Balance, Tommy Hilfiger, Guess. В общем, вот такой квартал. Памятник революционеру, большевику. Все, теперь давайте уже точно мы с вами встречаемся у дома Сурикова. Не могу дойти все до Сурикова, до дома Сурикова. Увидел вот такую интересность. Смотрите, это стеклянная остановка, теплая остановка. Есть еще холодная, обычная, да? А это прям теплая. Внутрь заходишь, и там тепло. Вот это уже холодная остановка.
Классно. Не во всех городах я такой видел. Молодцы. Но сразу скажу, что такие остановки не везде в городе стоят. Очень много обычных. Ну, наверное, обустроят, поставят. Ну, вообще идея хорошая. Молодцы. Ну вот я и добрался до музея усадьбы Сурикова. Посмотрите, какая стена каменная, кирпичная. Не знаю, что это за стена. Остатки. Режим работы. Ребят, кто знает, что за стена, напишите. Даже интересно. Вот дом двухэтажный из бруса. В общем, в 1848 году здесь родился Василий Иванович Суриков. Сейчас это музей-усадьба. А музей-усадьбу создали в 1948 году. Так, чтобы открыть ворота, нажмите лапку. Ага, смотрите, лапка. Ух ты, как необычно. И мы с вами попали на территорию Суриков, сидящий на стуле. Главный дом. Вход в музей. Друзья, скриншот сделайте и прочитайте. Надписи у нас на русском, на английском и на китайском. Пройдем сейчас по двору. Посмотрим, что за объекты. Скульптор Юрий Злотя, бронза, 2003 год. Это у нас флигель. Здесь находится администрация. Касса, следующее кольцо. Крыльцо. В общем, в этом музее находится около 100 работ художника. И часть из них вы больше нигде не увидите, они только здесь находятся. И именно здесь была написана картина «Взятие снежного городка». Сани, дрова. Предполагают, что это, наверное, баня. Есть же табличка, сейчас прочитаем. Что здесь? Да, точно, баня. Постройка относится к концу 19 века. Изначально функционировала как баня по-черному. В 1982 году была реконструирована. Черная баня. В общем, территория-то большая. Когда идешь по Ленина, кажется, что дом, и просто там ворота, и особо далеко не пройдешь. Я имею в виду, за домом ничего больше нет. А тут прям огромная территория. Это, наверное, какая-то, как там сказать-то, не постоялый двор, где, наверное, животных содержали. Стайка какая-нибудь, нет? Завозня. Так, завозня построена в конце 19 века. Под крышей совмещены 2 амбара и конюшня. С 1928 по 1959 располагались рисовальня имени Сурикова. Школа. Также реконструирована была. В сам музей, ребят, не пойду. Если будете в Красноярске, заходите. Вот в этом доме вся экспозиция и проходит. Знаю, что здесь еще концерты проходят. Вот такое место. Находится на улице Ленина. Ну и, конечно, ребят, быть в Красноярске и не посетить памятник Поздееву. Смотрите, как ему натерли нос. А позади него это здание бывшей женской гимназии. Хочу показать вам вот этих 2 котов. Как они мило там милуются. Это улица Мира. На той стороне вы видите тоже огромные купеческие дома. Доходные дома. А здесь произошла маленькая авария. Как маленькая, видите,
Такси в фонтан вылетело. Второго участника событий я не вижу. Вот она, женская гимназия бывшая. Большое здание. Фотомастерская, тоже очень-очень давно она там находится. Знаю, вот это здание Мира 96, это дом Либмана. Бывал я в этом здании неоднократно, еще до реставрации на этажах. Огромные просторные залы, подвалы. А в советское время дом Либмана использовался как магазин продуктов. Тоже постараюсь найти фотографию. Как раз таки 80-х годов, там даже указано продуктовый магазин. Большое красивое здание. Так, и еще раз вам здание женской гимназии. Построено в 1880-1885 год. Есть в табличках. А сейчас это Красноярский государственный педагогический университет. Большое красивое здание. Молодежи здесь, понятно, много. Будущие учителя, педагоги. И пройдемся с вами немного дальше до памятнику Пушкину и Наталье. Фонтаны. Полиция, видите, гоняет автомобилистов, потому что на этой улице парковаться нельзя. Она односторонняя, парковка здесь запрещена. Не буду проходить в арку, я знаю, что там находится. Там просто стоянка автомобилей посетителей, либо собственников бизнеса. Ничего там хорошего нет. Красивого уж точно. Такие балконы. В общем, это центр города со всеми его плюсами и минусами. Это здание детского мира. А раньше был дом Гадалова. 1880-1884 год. Очень красивый дом. Смотрите, как все это выглядит. Какой шикарный балкон. Большой. Фасад здания покажу. Сейчас перейду на ту сторону, как раз к памятнику. И с той стороны покажу вам. Детский мир города Красноярска. Дорога очень шумная, проспект. Тоже, по-моему, еще с советского времени здесь детский мир находится. Уже даже не скажу конкретно с какой даты. Детский мир. И вот на той стороне памятник Пушкину и Наталье. Я помню чудное мгновение. Возможно, летом работает фонтан. Пушкин читает стихи своей даме. Скверик, смотрите, скамейки, качели. Да, хороший скверик для того, чтобы посидеть в летний денек уж точно. И вот там уже просматривается, видите, гора. Караульная гора. Мы там тоже с вами побываем, но чуть-чуть попозже. Я же иду в сторону городской администрации, также к местной достопримечательности, Красноярскому Биг Бену. Хочу посмотреть, что вот это за здание. Кирова 26. В этом здании на рубеже 19-20 веков работали лучшие врачи Енисейской губернии. Лечебница. Это объект культурного наследия. Объект культурного наследия. Городская лечебница, 1888 год. Торгово-промышленная палата СССР. Но это, видимо, позже уже. О, какой красивый дом. Ну, фасад, по крайней мере, уж точно. Символ города Красноярска. Красноярский Биг Бен, наподобие лондонского. Знаю, что еще в праздничные дни Биг Бен проигрывает мелодию. Это администрация города Красноярска.
И пойдемте покажу вам здание в египетском стиле. Готику видели? Сейчас посмотрим здание в египетском стиле. Вон он уже впереди. Что-то я стал замерзать. Гуляю уже, наверное, часа 2,5-3. Потому что от одного объекта к другому объекту. И прохладненько на улице становится. Было как-то потеплее. Видите, вдали горы. Центр города как бы окружен, получается, горами. Видите, с этой стороны горы. Позади меня тоже горы. Куда мы с вами взберемся на одну из гор и смотровых площадок с видом на Красноярск. И в той стороне как раз таки красноярские столбы. Хочу также снять видео про столбы. Надо выбрать только подходящую погоду, чтобы было более-менее тепло. А то, когда я сюда приехал, в Красноярск из Москвы, здесь было 31 градус, минус 31. Это, конечно, жесть. Вот, смотрите, здание в египетском стиле. Это как бы задняя его часть, если, конечно, так можно выразиться. Смотрится оригинально. Конечно, в Сибири здания такого типа, в таком стиле видеть очень необычно. Это Красноярский краеведческий музей. Кому интересно, адрес Дубровинского, 84. В общем, это здание в стиле египетском построили в 1929 году. Так, вот сюда надо пройти. Рисунки интересные. Но вообще само здание начали строить еще в 1914 году. Но не смогли достроить, потому что началась Первая мировая война. И частично здание отдали под казармы. А уже в 1920 году здесь разместился госпиталь. Потом здание горело. И вот в таком виде оно дошло до наших дней. Смотрится прям очень оригинально. Эти обелиски, рисунки. Хороший музей, надо сказать. Если будете в Красноярске, обязательно зайдите. Я сегодня этого делать, конечно же, не буду, потому что музейные видео вы смотрите очень плохо. Кому интересно музей, я снимал уже неоднократно. В Сербии есть даже ролики, назывались «Музейные среды». Там 4 ролика из Новосадского музея. Также очень интересно. Обязательно посмотрите. Ну, кто любит такие дела. Коммунальный мост. И мне надо пройти на ту сторону. Как это сделать? Так, либо до туда до конца идти. Но, насколько я помню, вот там где-то тоже есть переход. В общем, вот так это дело выглядит. Сейчас я перейду на ту сторону и поснимаем там. Река Енисей. Видите, какие мужики в Сибири суровые. На улице минус 10 они рыбачат. Не удивлюсь, что в минус 30 они тоже ходят на рыбалку. А это здание речного вокзала города Красноярска. Построили в 1952 году. Вообще, при строительстве этого здания архитекторы ориентировались на здание речного вокзала в Москве. В Москве есть Северный речной вокзал. Я уже снял видео, но я не успел его еще смонтировать. Поэтому смонтирую, выложу, обязательно посмотрите. И сравните потом Красноярский речной вокзал с московским. В общем, в 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. Еще нашел информацию, что в строительстве вокзала участвовали заключенные Нориль-Лага. Но неудивительно для тех времен. Во множество строек в России участвовали заключенные, использовали труд их. И рядом, вот видите, одноэтажное такое строение, похоже на гаражи. Это кладовые под набережной реки Енисей. Строили их с 1911 по 1914 года.
Вон длинные они такие, вот там продолжаются. Знаю, что с той стороны тоже подобные строения есть. Но я могу точно сказать, что здание прям, можно сказать, не брат-близнец, но очень-очень похоже на московский северный речной вокзал. Там цвета такие более яркие, что ли. Здесь он такой мрачный, коричневый, прям вот как весь Красноярск, да, зимой. Вот что-то такое холодное. Там более такой он радостный, что ли. Посмотрите. Вот рыбак закидывает удочку. Пойдемте-ка узнаем, что здесь вообще ловится. Добрый день. А что ловите? Пугаете, А? Пугаете, говорю, хочете. Я вас напугал, извиняюсь. А что вообще ловится в Енисее? Харюс. Харюс. Даже в такую погоду? Даже круглый год, Круглый год? если мерзает. Ну да. И только харюс получается, да? Или еще что-то есть? Харюс. Елец. Елец. И все это можно есть безопасно? Конечно. Ну, мало ли, вот, например, в Москве-реке там ничего есть нельзя. Харюс не будет жить в такой плохой воде. А, то есть он только в чистой воде живет, да? А, понял. Какие то. Чуть он сразу уходит. Класс. Значит, Енисей, получается, чистая река. Понял, ладно. Хорошего дня вам. Ну вот, видите. Я сам не рыбак, таких тонкостей не знаю. Ну вот, харюс ловится, получается, Енисей у нас чистый. А я-то думаю, почему вода в Красноярске питьевая, очень вкусная и чистая. Вот почему. Сам Енисей чистый. Отлично. Так, ну мы с вами идем сейчас вдоль набережной. Вот до конца нам с вами надо дойти. Хочу вам показать арку. Как она? Арка 375-летию Красноярска, по-моему, была построена. Это как раз-таки там, в той стороне, на Стрелке. Это все как развлекательные здания. Торговый центр, потом кинотеатр. Ну, наверное, магазины все различные. И летом, если будете летом, здесь ходят именно теплоходы в сторону Дивногорска. Ну и туда дальше по реке, что там у нас, наверное, до Ангары куда-то, Лесосибирск, скорее всего, Енисейск. Ребят, напишите местные, куда можно из Красноярска на теплоходе уплыть. Это все остров отдыха. Улица Карла Маркса, дом 6. Это здание гостиного двора. Построили его в стиле позднего классицизма. И строили его с 1857 по 1865 года. На первом этаже было 17 торговых лавок. А на втором уже общественные и присутственные места. А в подвале находились склады. В настоящее время в здании располагается Государственный архив Красноярского края. Здесь такой парк позади меня. Улица Дубровинского. Это, я так понимаю, площадь Мира. А чтобы попасть к Триумфальной арке, нужно пройти вот по этому пешеходному мосту. Пешеходный мост называется, по-моему, Арфа. И построили его, наверное, лет, может быть, 10 назад. Это вот здание Красноярской краевой филармонии. Стоит елка. И вот там находится арка. Еще как раз таки это место еще называется Стрелка. Вот видите, это пароход-музей. Впереди эта деревянная церковь. Как раз таки здесь на Стрелке, если память не изменяет, также где-то лет 10, может там 15 назад проходили слушания. В общем, как сказать-то, православная церковь, да, хотела поставить церковь на Стрелке. Но все жители, 90% уж точно, были против размещения этого объекта. Но, как вы понимаете, людей мало кто слушает, и поэтому вот, скорее всего, вот эта церковь и строится. Но, насколько мне известно, это сейчас тоже такой своего рода
долгострой, потому что начали строить, и все вот в таком состоянии. Возможно, летом продолжат строительство. Так, позади меня такой мост. Ах, вон там еще же мост есть впереди. В общем, вот там пешеходный мост, Виноградовский называется. Тоже там пройдусь и сниму. Триумфальная арка построена в честь 375-летия города Красноярска. Каток, новогодняя елка, памятник Николаю Петровичу Рязанову. Это один из руководителей первого русского кругосветного плавания. Умер он в Красноярске 1 марта 1807 года. Все вы наверняка слушали оперу «Юнона и Авось». Знаете историю командора Рязанова и Кончиты. А еще как раз таки на этом месте находилось самое первое кладбище города. Тут же стоял Воскресенский собор. Здесь же была могила Рязанова. По факту вся площадь и все здания, которые находятся в округе, построены на костях, потому что не все могилы были перезахоронены. И такая же история с торговым комплексом «Квант», который находится на улице Красной Армии. Это вот я снимал, где была площадь, где памятник Дзержинскому. Вот впереди был торговый комплекс «Квант». Рядом здесь же находилась Старобазарная площадь. Давайте переместимся с вами на Троицкое кладбище и посмотрим место перезахоронения Рязанова. Ребят, я уже на территории Троицкого кладбища и нашел могилу Рязанова. Вот он, белый крест. На одной стороне есть надпись «Я тебя никогда не увижу», а на другой «Я тебя никогда не забуду». Я слушал, как исполняет свою партию в опере Караченцов, и это прям до мурашек. Вот он, белый крест. Давайте посмотрим. Так, тут все занесено снегом. Тут ничего нет. Вот здесь надо очистить. Скорее всего, здесь. Да, вот командор Рязанов. Так, а где надпись? С двух сторон, которая... вот. Камергер Николай Петрович Рязанов, 1764-1807. Тебя никогда не увижу. И Мария де ла Консепсьон Марцелла Аргуэлла. Я тебя никогда не забуду. Америка, Россия. Вот такой крест. Тут парусник, смотрите. В общем, вот сюда я и шел для того, чтобы показать вам могилу. Так что, если будете в Красноярске, заходите, посмотрите вживую, как все это выглядит. И я хочу показать вам еще Караульную гору, раз я уже здесь. И здесь же есть недалеко ступа просветления. Чтобы попасть на Караульную гору, соответственно, мне надо выйти из кладбища и идти в ту сторону, как раз таки наверх. И уже находясь на горе, там часовня, и от нее покажу вам ступу просветления. Это как раз таки будет в цыганском поселке. Ну, я его так называю. Да и многие, в принципе, красноярцы тоже его так называют. Цыганский поселок. Посмотрим. Пройдемся через него. Церковь, колокольня старая. И вот шел еще, смотрите, здесь могила столбисту. Вот Юрий Макурин погиб на столбах в 15 лет. Про историю столбов и, соответственно, на столбах мы с вами прогуляемся отдельно. Отдельно запишу видео, обязательно там пройдусь по максималке. Максимальный маршрут возьму часа на 2-2,5. Ну, видео, конечно, будет на часик, потому что все там особо показывать, наверное, не стоит. Слишком много. Длинное получится. Но по основным маршрутам я пройдусь обязательно. Обязательно покажу вам вид на город Красноярск. Там есть канатная дорога. Вот как раз таки, да, наверное, я зайду с одной стороны, со стороны Роева ручья. Роев ручей — это зоопарк красноярский. И с него пойду. И уже в конце буду спускаться на канатной дороге. И там открывается красивый вид на город.
Все, ребят, я выхожу тогда с территории. А мне нужно сейчас пройти вон там на горе. Возможно, вы видите. Это вот часовня. Вот мне туда сейчас нужно. Иду, ребят, уже в Покровке. Так называется поселок. Это центральный район города Красноярска. Улица Степана Разина. Вот, кстати, магазин Покровский. В общем, иду наверх, поднимаюсь в горочку. И там как раз-таки часовня и караульная гора, которую я хочу вам показать. Соответственно, вид на город Красноярск. Я отсюда уже вижу город и, соответственно, горы, которые его окружают. Но поднимусь уже повыше и оттуда вам покажу все. Лицо замерзло, холодно. Сейчас где-то минус 12. Когда приехал, на улице было минус 30. Я имею в виду в Красноярск, когда приехал. Сейчас потеплеет. Уже на следующей неделе будет где-то минус 5. В Красноярске два таких поселка. Этот в центральном находится, Покровка называется. И второй еще в Ленинском районе, поселок Суворовский. Вот такой дом барачного типа, да, старый, деревянный. А напротив большой трехэтажный коттедж. И насколько я знаю, здесь проживают цыгане и, соответственно, занимаются сбытом энных средств, сами знаете каких. Туристический автобус едет. В общем, туристы здесь ездят на смотровую площадку, в часовню. Тоже дворец какой-то, похож на магазин. Хотя, наверное, дом. Вот справа ларек есть, магазины также. Автобусы здесь не ходят. В основном частный сектор. Вот такие домики есть. Прям коттеджи большие. Из кирпича. Из дерева. Там тоже большой. Ну и топится здесь, соответственно, углем и дровами. Ну и запах. Понятно. Такой специфический. В общем, городок в городе небольшой. Одноэтажным его, конечно, не назовешь, потому что здесь есть коттеджи вот 2-3 этажа. Но тем не менее. Фу, я уже запахался. Иду, наверное, минут 10. Дорога все выше и выше в горочку. Давайте покажу вам, как выглядит Красноярск вот отсюда. Трубы дымят. Там еще трубы. И уже более так красиво сниму сверху. Показалась уже часовня. Еще чуть-чуть. Это школа. Мусор валяется. Странно. Ребят, я уже добрался. Это Покровский парк. Видно город Красноярск. Там часовня. Ну и давайте расскажу историю про это место. В общем, это Караульная гора. Изначально сопка называлась Кумтигей. До прихода сюда русских здесь жили енисейские кыргызы. А сама гора была священным местом для местных племен. А перед нами это часовня Параскевы Пятницы. Символ Красноярска. Является памятником архитектуры, истории. И сама вот эта часовня была изображена на 10-рублевой купюре, как и коммунальный мост. Стоит же сама часовня на вершине Караульной горы, на месте древнего языческого капища. В 1927 году на Караульной горе было обнаружено захоронение 13-14 веков. Крест стоит. А город сейчас дальше покажу, прям до конца туда дойду. В общем, предполагают, что здесь были похоронены члены княжеского рода, которые, вероятно, и правили этой территорией в те времена. В 1852-55 годах на средства красноярского золотопромышленника
уже Петра Кузнецова была построена вот эта каменная часовня. И она сохранилась до нашего времени. Вот такая смотровая. Можно спуститься по лестнице к пушке. Пушка стреляла раз в час. В 12 часов, по-моему, да, в 12. К сожалению, сейчас не знаю, стреляет или нет. А вы не знаете, пушка стреляет в 12 часов? Сейчас не знаю. Не знаете? Стреляла, сейчас не Вот я тоже знаю, что раньше стреляла, а сейчас не знаю. В общем, ребят, местные, напишите, стреляет или нет. Знаю, точно стреляла раньше в 12 часов. Вот такой у нас вид на город Красноярск. Что, ребят, двигаемся мы с вами дальше. Здесь недалеко, минут 15 ходьбы, ступа просветления буддийское. Вот можно с такой штуки полюбоваться Красноярском. А вы откуда приехали, если не секрет? Откуда приехали, если не секрет? Семипалатинска? Вы в гости сюда, да? В гости приехали? Не, на вахту. А, на вахту? Понял. А на столбах уже были? А? На столбах были уже? Нет, а где? Нет? Красноярские столбы, самое известное место. Обязательно побывайте. Не пожалеете точно. Ну тогда спросите, пусть она вас свозит на Красноярские столбы. Ладно, хорошего дня вам. Пойдемте, ребят, дальше. Сейчас пойдем вдоль парка и нужно уйти куда-то там налево. В общем, я найду. При входе в парк еще стоит большой автобус экскурсионный. Кто-то приехал на экскурсию. В принципе, здесь хорошо. Летом я здесь был. Давно, правда, лет 10 назад, может быть. Красиво все. Ухожено, чистенько. Конечно, сейчас зимой выглядит все по-другому. Даже город выглядит таким серым, мрачным. Это вот китайцы, по-моему, идут. Может, я ошибаюсь. Ребят, это улица Полярная, 152. Буддийский центр алмазного пути традиции Карма Кагью. Про буддизм я особо ничего не знаю, кроме того, что он возник в Древней Индии. Вот такой центр. Вход есть. Будда. Давайте сначала туда пройдусь. Сниму там. Я даже, честно говоря, и не знал, что здесь центр такой существует. Так, буддийская ступа просветления открыта 9 июля 2017 года. Можете на паузу поставить и прочитать. Вот кто бы мог подумать, что в Красноярске я увижу Будду. И сразу обзор на город с другой стороны. На часовне на Караульной горе мы с вами смотрели на центр города, а это уже, наверное, Октябрьский район, так понимаю.
Ну, в общем, кто будет в Красноярске, кто увлекается буддизмом, вот вам сюда. Это все так же поселок Покровка. Как я сказал, от Караульной горы здесь идти минут 15 пешком, либо на машине еще меньше. Здесь вот еще рассказывается, для чего предназначаются буддийские ступы просветления. Для растворения всех негативных проявлений в мире, способствует процветанию местности, где они построены, и приносят пользу всем. Самая распространенная практика — делать хорошее пожелание на благо всех, обходя вокруг ступа по часовой стрелке. Можно медитировать рядом или просто повторять мантры. По часовой стрелке это надо слева направо. Ладно, я сейчас дам кружок и уже отправлюсь дальше. Кто не поставил лайк, ребят, самое время. Подписывайтесь на канал, все, кто не подписан. Также напоминаю, что можно стать спонсором канала. Все ссылки есть в описании. Все, двигаемся с вами дальше. И видите, позади памятника Рязанова стоит вот такой памятник. А его уже установили в 2002 году, когда еще был мэр города Пимашков. И вообще вот этот памятник, он сделан, знаете, наподобие оригинального, как вы могли уже сравнить, наверное. Николай Петрович Рязанов, 1764-1807 год. И впереди меня уже Виноградовский мост или Вантовый мост. Велопешеходный, и ведет он как раз таки на остров Татышев. Впереди это остров Татышев, самый крупный остров на реке, именно в черте города Красноярска. И одно из самых популярных мест отдыха у красноярцев. На острове есть озеро, пляж, спортивные площадки, потом велопрокат. Зимой, насколько я помню, ну раньше, по крайней мере, точно ставили елку. Сейчас не знаю, заливают каток. В общем, хорошее, большое место для отдыха. И тут же живут суслики, их очень много, особенно летом. Сейчас, видимо, они все спят, скорее всего, под снегом. Остров прямо облагородили, потому что вот здесь, когда я здесь был последний раз, все было заросшее, разбитое. Сейчас вижу прогулочная площадка, здесь же озеро чистили, а раньше было болото. Вижу лежаки. В общем, молодцы. Могучий Енисей, Стрелка. Видите, сколько людей ходит. Рабочий день по факту. Люди гуляют. Вантовый мост. Сколько уток там орут. Помимо острова Татышева есть еще остров отдыха. Это второй, наверное, по величине остров в городе. Так, впереди вижу скульптуру. Называется она «Белая лошадь». Вот такая лошадь. Но только она совсем что-то не белая. Больше похожа на черную. Напишите, как вам Красноярск. Бывали ли вы здесь? В Красноярске есть еще зоопарк Роев ручей. Это один из самых крупных, наверное, в России. Потом фан-парк Бобровый Лог. Красноярские столбы, где мы с вами обязательно побываем. Это коммунальный мост, построили его осенью 1961 года. Ну и на этом наша с вами прогулка заканчивается. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!